Всем привет! Это первый урок в серии обучающих видео, в которых будет рассказываться о фреймворке A-Frame, с помощью которого можно создавать сцены виртуальной реальности с помощью обычного HTML кода. И эти сцены могут отображаться в обычном браузере. И все, что нам нужно для работы с этим фреймворком, это подключить последнюю версию в наш HTML-документ в теге head. Переходим на официальный сайт разработчиков этого фреймворка aframe.io и открываем вкладочку Docs, то есть документы, и выбираем слева внизу Installation, установка. И здесь он нам предлагает несколько вариантов установки. В принципе, все очень похоже. Сложнее работать, чем с Bootstrap и Tailwind, CSS фреймворками. Вот у нас пара вариантов здесь есть. Можно просто скопировать и вставить в тег head абсолютную ссылку, которая будет вести на сайт разработчиков. Можно скачать отдельным файликом этот фреймворк, установить в отдельную папку и уже привязать этот файлик, конкретный файлик через тег head к нашему HTML документу. Я обычно выбираю вот этот вариант, первый, то есть вариант с абсолютной ссылкой. Также давайте посмотрим вкладочку Introduction, то есть введение, в принципе, тут описывается на этой страничке возможности этого фреймворка. И один из интересных таких моментов для меня был то, что это то, что будет сделано с помощью этого фреймворка, вы сможете увидеть и посмотреть не только в браузере, но также вот в этом абзаце говорится, что все это поддерживается и просматривается с помощью шлемов виртуальной реальности, таких как Vive, Rift, Windows Mixed Reality, Daydream, Gear VR, Cardboard, Oculus Go. И даже с помощью этого фреймворка можно создавать дополненную реальность, элементы дополненной реальности. И давайте создадим нашу первую небольшую сцену. И здесь у нас даже для этого есть такой готовый шаблончик, образец, на который можно полюбоваться легко и быстро. Можем обратить внимание, что все теги, которые относятся к этому фреймворку, они легко узнаваемы, они используют обычный синтаксис HTML-кода, но при этом у них есть своя такая отличительная фишка. Это все они начинаются с приставки A через дефис. И самый главный тег для этого фреймворка это тег ascene, то есть сцена. Внутри этого тега заключается все остальное. Все остальные объекты и все, что можно с ними делать. По сути, он такой второй по важности после тега body, внутри body. И здесь мы можем видеть, да, что внутри тега сцена, идет описание всех остальных объектов. Box, то есть куб, sphere, шар, цилиндр, plane, то есть плоскость, и также A-Sky, то есть это по сути что-то вроде HDRI-карты, такой фон, который окружает полностью сцену. И также мы видим, что здесь описываются свойства каждого объекта. Свойства мы будем рассматривать подробнее позднее, что это такое, как их использовать. И давайте сейчас просто посмотрим, что нам дает этот код. Давайте можем его скопировать. Вставить в обычный блокнот. Сохраняем
Привет всем! И сегодня у нас второй урок по фреймворку A-Frame. И сейчас мы создадим наш первый 3D объект. Это будет стандартный куб. Для этого используется тег A-Box. В A-Frame все теги, они парные, так как строчных нету, есть только блочные теги. И вот в первой части этого тега, в первом теге мы будем сейчас наделять этот объект определенными свойствами. Ну, давайте сначала сохраним то, что у нас есть. Ctrl-Save, обновим страничку. Как видим, у нас ничего нет, да? Попытаемся что-то поискать. Ничего нет. На самом деле есть, но мы не придали этому объекту еще никакого цвета, поэтому мы его не видим. Создаем, придаем этому кубику цвет. Пусть он у нас будет томатный. Ctrl-S. Обновляем страничку. Опять вроде бы ничего не видим, но если потянуть сверху вниз, то вот он отсюда выползает. То есть в чем проблема? Ну, не проблема, а свойство этой сцены. То, что по умолчанию все они оказываются у нас под ногами. Все объекты. То есть координаты автоматически им задаются 0, 0, 0. Это уровень наших ног, то есть под нашей головой. Следующее свойство, которое нам нужно рассмотреть, это координаты или позиция 3D объектов. По умолчанию задается вот такое значение. 3 ноля. Первая цифра, она отвечает за расположение нашего объекта по ширине экрана, то есть влево или вправо. Если мы хотим сдвинуть объект влево, нам нужно задать значение с минусом, например, минус 2. И он будет сдвигаться от центра экрана влево. Если мы хотим сдвинуть наш объект вправо, нам нужно задать значение с положительным, координату с положительным значением. Это может быть 2, это может быть 10 и так далее. То есть положительное значение сдвигает объект вправо. Ну, мы зададим просто пока что 0, чтобы он у нас был по центру. Вторая координата отвечает за расположение нашего объекта по высоте. Если, то есть при значении 0 он находится у нас под ногами. Если мы хотим его поднять, ну, нам нужно, например, задать координату 2. Если мы зададим координату минус 2, он идет еще дальше вниз, чем 0. Третья координата отвечает за расположение нашего объекта по глубине экрана. Координата 0 означает, что объект находится, ну, по сути, наравне с экраном, наравне с нами. Если сейчас мы вот так оставим координаты как есть, мы окажемся внутри этого кубика, по сути. Можем проверить. Стрелками делаем, стрелками вперед-назад передвигаем. Ну да, вот мы были, по сути, внутри этого кубика, но это было не особо отображалось. Зададим, если мы хотим сдвинуть объект наш вперед, то нам нужно задать значение, координату с отрицательным значением, то есть, например, минус 2. Добавляем. Вот. То есть координата с отрицательным значением сдвигает объект вперед. С положительным значением сдвигает объект назад. То есть он будет как бы позади нас, и мы не будем его видеть.
И рассмотрим еще один атрибут, еще одно свойство объекта на сегодня. Это rotation. Это свойство, которое отвечает за вращение объекта на экране. Тоже задаются три координаты. Давайте зададим 0, 45, 0. Ctrl-S. Обновляем. Думаю, куда же делся мой кубик? Оказывается, я же в position оставил значение 2, а нам нужно минус 2, да, чтобы он был впереди нас. Еще раз Ctrl-S, обновляем. Вот. То есть видим, куб изменил свое расположение под вот таким вот углом, под вот таким градусом. Повертим его по другой оси. Получилось вот так. И, наконец, третья. Всем привет! Это третий урок по фреймворку HTML A-Frame. И сегодня мы рассмотрим несколько атрибутов объектов, наших атрибутов тегов, которые отвечают за масштабирование 3D-объектов или за увеличение наших 3D-объектов по определенным осям. И, например, мы хотим увеличить наш кубик по ширине. Мы пишем width, значение, к примеру, дадим ему 7. Это он по ширине станет больше. Увеличим его в глубину. Дадим значение, ну давайте лучше здесь дадим значение 7, а по ширине дадим значение 3. Вообще по умолчанию присваивается значение 1,1, то есть масштаб 1 к 1, да? Если, например, мы напишем 8, значение 0, то объект по этой оси станет плоскостью, то есть у него не будет никакого вообще значения. Сейчас у нас по умолчанию значение 1 в том кубике, который мы видим. Так, давайте сохраним и посмотрим, что у нас теперь получилось. Обновляем. Назад немножко его. Вот. Давайте сделаем значение высоты 1 стандартное. Ну или вообще тогда можно было бы не писать, да, это значение, оно автоматически поставилось бы 1. Обновляем. Вот такой у нас объект получился, да? Вот. И все то же самое можно сделать с помощью всего лишь одного тега. Давайте запомним эти данные 3, 7 и 1. И сделаем это все с помощью одного тега. Ой, с помощью одного атрибута, извиняюсь. Scale. И напишем значение 3 осей. 3, 7, 1. Сохраняем. Обновляем. И вот у нас... Привет всем! Сегодня мы продолжаем разбирать, как можно создавать WebVR сцены с помощью HTML фреймворка A-Frame. И сегодня мы рассмотрим, какие еще можно добавлять, кроме куба, объекты в нашу сцену с помощью тегов HTML. То есть какие примитивы можно добавлять. И также рассмотрим, как с помощью одной строки можно добавлять
различные окружения. То есть не просто HDRI-карту, а именно окружение с большим количеством объектов. И для начала, ну, на прошлых уроках мы использовали ABox примитив и добавляли ему различные параметры. И сегодня можем посмотреть, какие еще у нас могут быть примитивы добавлены. Ну вот, если зайти на главную, зайти в документы, документацию и просто прокрутить вниз, то здесь мы видим вот список всех примитивов, которые можно добавлять. A-box, A-камера, A-circle, то есть это круг, не путать со сферой, с шаром, да. Вот есть A-circle, есть A-sphere, то есть сфера, и есть еще ring, кольцо. Круг и кольцо — это тоже разные вещи, понимаем, да? У кольца есть дырка внутри, у круга нет. Но оба этих объекта — это плоскости, в отличие от сферы, шара. Также вот цилиндр, курсор можно добавить, конус, image, картинку, да, в качестве объекта можно добавить в нашу VR-сцену. Light, источник света. Будем потом отдельно разбирать освещение. Там есть разные источники света. Также есть различные, можно добавлять различные форматы моделей в нашу сцену, OBJ модели, и также еще есть там GLTF модель, да? Plane, плоскость, A-sky, то есть окружение, текст можно добавить в нашу, треугольник, видео и так далее. И сейчас я бы хотел просто попробовать triangle. Треугольник, да? Как он себя покажет с этими параметрами. Сохраняем, Ctrl-S, обновляем. Вот тут у нас треугольник. Но, опять же, да, это плоскость. Это не что-то выпуклое, это просто плоскость. Видим, что scale сработал по 3 разным осям и сделал нам вот такой треугольник, не равномерный. Вот. Что-то я его хочу сделать зеленым. Вот такой зеленый у нас получился. Ну и так далее. И также добавление моделей GLTF Model и OBJ Model. Тоже будет отдельный урок, как добавлять эти модели и в чем разница между ними. И также сейчас рассмотрим, как можно коротенько добавить целое окружение. Для этого нам нужно добавить вот такой скрипт. Сейчас он у меня был закомментирован. То есть это рассматривается как отдельный скрипт, отдельный компонент по вот такой ссылочке. Ссылочку добавлю в описании к этому видео. Вообще этот компонент можно найти на GitHub по вот этому адресу. Тоже ссылку добавлю, как я уже говорил. Здесь для вставки дается такая ссылка на supermedium.com, но у меня почему-то она не работала. Я использовал немножко другой адрес, я укажу его вам, опять же, в описании. И у меня получилось именно с тем адресом, который вы увидите у меня здесь вот в моем HTML файле.
Вот. И давайте посмотрим, какие вообще, в принципе, окружения можно добавлять с помощью этого компонента. Здесь у нас есть демонстрационная страничка, можем перейти на нее. Вот, A-Frame Environment Component Test Page. Вот, уже я ее тут открыл. И вот такие у нас есть тут варианты. Первый вариант — это Forest, лес. Вот, можем покрутить, повертеть. Так, что у нас тут еще есть? Можем даже прогуляться по нему, вперед, допустим, идти. Довольно большие пространства даются, и есть возможность их чем-то своим заполнять, расставлять модели, объекты. В принципе, классная вещь. Сейчас движемся, 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 движемся. Вот, доходим уже до границы, до краев. Можем развернуться, посмотреть, что у нас тут. Край света прям какой-то, прям фантастика какая-то вообще. И вот такой огромный купол. Прям действительно напоминает какое-то представление древних о Вселенной. Ну, короче, какие еще есть варианты? Ну, вот дефолт, это по умолчанию. Дефолт по умолчанию вот такая. Контакт, ну, что-то такое фантастическое, да, там про инопланетян. Египет, Египет, пирамиды. Checkboard, GoLand. Ну, это что-то, я бы даже назвал триповое. Вот, это Явапай. Я так понял, понимаю, это типа что-то какой-то тоже, какой-то другой планеты подразумевается. Типа Марса. Goldmine, золотая шахта. Странная золотая шахта. Three Towers. 3 башни. Ну, как видим, здесь у нас есть 3 разные башни. Тоже можно бродить по этим окрестностям. Arcs. Арки. Тоже довольно интересный пейзаж. Трон. В стиле Трон. Фильма Трон. Кто видел? Если. Japan, Япония. Dream. Вулкан. То есть, как будто в жерле действующего вулкана, да? Starry. Звездный пейзаж. Осирис. И вот опять же Форест. Так вот, как это добавить в нашу сцену? Очень-очень просто. После того, как мы добавили вот этот компонент, этот скрипт в тег head, в теге scene, сцена, нам нужно добавить один единственный атрибут environment. И значение preset у меня вот выбран forest. Ctrl-S, обновляем. Вот наш треугольник зеленый. Вот он находится посреди вот этого леска. Вот. Ну и можно добавить, естественно, все остальные значения, которые мы сейчас с вами рассматривали. Привет всем! В сегодняшнем уроке мы рассмотрим, как можно добавить 3D-модель в нашу WebVR сцену. И если мы посмотрим официальную документацию на сайте A-Frame, то мы увидим, что 3D-модели в сцену можно добавлять в 2 форматах. Это GLTF модуль, GLTF формат и OBJ.
OBJ и GLTF. OBJ – это несколько устаревший формат с более ограниченным числом возможностей. А GLTF – более современный формат, больше у него там функций можно этой модели добавить. Вот, поэтому мы будем использовать его как более современный формат. Создадим простую модельку в нашем блендере. Для этого перейдем в раздел «Текст», удалим куб, развернемся к тексту к нашему. Так, сейчас. По центру. Так, для того, чтобы изменить текст, который у нас есть по умолчанию, переходим в раздел Edit Mode, удаляем текст и пишем тот текст, который нам нужен. Так, теперь мы можем немножко подредактировать его. Для того, чтобы его подредактировать, переходим в настройки текста, зеленая буква А справа. И выбираем для начала, все позакрываем. Text boxes. Здесь можно сделать даже с новой строки некоторые слова. Затем переходим в раздел геометрия. Offset. Добавляем чуть-чуть, слегка, на 0,2. Extrude. Экструдировать можем наши буквы, то есть добавить им толщины. Видим, да, что добавляется толщина. И также bevel, да, то есть немножко можем сделать наши углы более закругленными. Вот. И еще зайдем в раздел материалы. Просто чтобы хотя бы элементарно добавить какой-то цвет нашей модельки. Так, чтобы здесь было видно. Перейдем в отображение материалов. Чуть-чуть потемнее сделаем. В принципе, все готово. Сохраняем наш файл, экспортируем его в формате GLTF. На рабочий стол. Здесь выбираем GLTF. Напишем, дадим имя, просто текст. Сохраняем. Для хранения нашей 3D-модели я буду использовать такой ресурс, как glitch.com. Это что-то вроде наподобие GitHub Pages, где можно создавать простенькие свои сайты. И сейчас у меня есть вот такая страничка с уже вставленной GLTF моделью. Вот эта модель используется. Здесь можно закидывать различные файлы, которые можно потом извлекать с помощью абсолютной ссылки, которая здесь указывается. Такая 3D-модель у меня тут хранится. Сейчас вместо этой модели мы вставим модель, которую мы только что создали в блендере.
Upload an asset. Добавить ресурс. Так, с рабочего стола закидываем вот эту модельку. Вот она у нас загрузилась. Вот она у нас внизу здесь появилась. Копируем ссылку на нее. Переходим в VS Code. И добавить модель очень просто. Просто используем тег AGLTF model. Также, как обычно, это парный тег. И в первой части этого парного тега, вот эта ссылка на старую GLTF модель WebVR, мы сейчас добавляем новую. Всем привет! В сегодняшнем уроке мы рассмотрим несколько новых атрибутов и их свойства. В первую очередь мы рассмотрим, как добавлять HDRI-карту, то есть фото, которое на 360 градусов во всех направлениях покрывает изображение, то есть такая сфера, да, вокруг нас. Также как можно добавлять текст в VR-сцену и делать этот текст кликабельными ссылками. И давайте по порядку все это рассмотрим. Первым делом, мы сейчас видим, да, что у нас пустая страница, ничего на ней нет. Просто я по отдельности все это закомментировал, каждый блок. И давайте сейчас рассмотрим, как добавлять HDRI-карту на нашу WebVR страничку. Ну, просто берем комментарий для этого блока, сохраняем, Ctrl-S, обновляем. И видим, что у нас здесь появилась вот такая вот HDRI-карта, да, во все стороны. То есть можем видеть. Как я это сделал? Очень просто, очень простой способ это сделать, добавить тег A-Sky, небо. Можно сделать очень просто. A-Sky, Color и свойство Color использовать, да, и просто у нас будет сфера вокруг нас заданного нами цвета. Можно не использовать Color, можно добавить Source, источник. Я использовал своего хаба, так сказать, на сайте glitch.com. Нажимаешь, вытаскиваешь ссылку, копируешь, вставляешь. Вот, я использовал просто абсолютную ссылку. Так, проще. И какие есть свойства у этого тега? Ну, как мы уже рассмотрели, color, можно добавить цвет. Также можно добавить scale, то есть размер нашей сферы. Например, если обратим внимание, да, вот если нажать на стрелочках на нашей клавиатуре, я нажимаю сейчас вниз, то есть назад, мы удаляемся, сначала медленно, да, потом это дело будет происходить все быстрее, ну, чуть-чуть подождем. И размер как бы нашей сферы scale, он по умолчанию 1. Но мы можем сделать и 0.1, то есть сфера будет гораздо меньше, и 0, или даже там 10, 15, 100 можем сделать. То есть и сфера будет гораздо больше. Видим, да, уже мы сейчас подходим к заднему краю сферы, и вот мы, в принципе, вот вышли из этой сферы, да, из нашей HDRI-карты. Вот тут уже больше видно, да, что это сфера такая. Получается, мы стояли где-то
посередине этой сферы, изначально по умолчанию. Вот. И свойством Scale можно увеличивать или уменьшать размер этой сферы. Rotation. Rotation, он регулирует то, в какую точку смотрим мы. Например, rotation мы изменяем градус определенный этой сферы, то есть под каким углом будет повернута сфера. Да, и она может вот так, например, если тут изменить, если здесь изменить значение, да, мы можем просто изначально базово при загрузке страницы посмотреть в какую-то другую точку, да. Но при значении по умолчанию у нас вот он выбрал вот такой градус, вот такой угол обзора. Следующее. Добавление текста и превращение его в кликабельные ссылки. Убираем наши комментарии, сохраняем, обновляем страничку. Вот что у нас получилось. Видим, да, здесь у нас появился текст, он тоже находится в определенной заданной точке пространства. Здесь написано «Нажми меня», ссылка. Да? Разберем то, что мы тут написали. Во-первых, я использовал здесь тег entity, то есть дословно с английского это переводится объект или сущность. Если вспомнить обычный HTML и провести аналогию, чтобы было понятнее, что означает этот тег, то в HTML есть такое понятие, как не в HTML, а в HTML. В HTML есть такое понятие, как семантическая верстка. То есть определенные блоки, страницы, они задаются такими тегами, в которых есть определенное название, да, для этих блоков. То есть уже по тегу понятно, что это за блок, когда мы читаем, например, код HTML. Да? Например, такие теги, как footer, то есть подвал нашей страницы, article, статья какая-то, или header, то есть верхушка нашего сайта, да, где менюшка обычно какая-нибудь содержится. Main, то есть главный блок, да, нашего сайта, который находится между хедером и футером. Вот это семантическая верстка. И есть такой тег, как div. То есть он такой абсолютно безликий. Все, что он в себе несет, всю смысловую нагрузку, это то, что просто это отдельный блок. И уже внутри мы с помощью CSS и других HTML тегов мы нагружаем этот div каким-то содержанием, каким-то смыслом. Так вот, такие теги в фреймворке A-Frame, как Box, A-Box, A-Sky и так далее, их можно сравнить с семантической версткой. А entity, тег entity, его можно сравнить с div. То есть это такой безликий блок, который уже наделяется каким-то смыслом внутри этого тега, каким-то содержанием с помощью других тегов фреймворка A-Frame. Вот, entity. Просто держите в голове, что это что-то типа div. И здесь уже мы видим, что здесь с помощью с помощью свойства текст уже ему задается значение, что этот объект entity это будет текст. Хотя изначально a-text это могло быть отдельным тегом, а здесь оно просто превращается уже в свойство. Так вот, свойства нашего объекта entity. Position мы задали, то есть в какой точке пространства находится наш текст. Scale, размер по всем осям. Сам текст, то, что, ну, вот здесь вот написано push me, link.
Да? И здесь мы видим обратный слэш и n. Это свойство обычного HTML. Это не только во фреймворке A-Frame есть. Это для переноса с новой строки пишется. Ну и также задаешь цвет текста и выравнивание по центру. И также такое свойство, как link, ссылка. Мы присваиваем этому тексту ссылку. Ну, делаем этот текст ссылкой. Но давайте проверим, работает ли эта ссылка. К сожалению, мы видим, что ничего не происходит, когда мы нажимаем на этот текст, на эту ссылку. Почему? Рассмотрим немножко дальше. Более того, что означают дальнейшие свойства? Geometry. Здесь указано, что этот текст, он находится внутри определенной геометрии. То есть внутри определенной площадки, и вся эта площадка, вот здесь небольшая, да, область, она кликабельная. Да? То есть не только сам текст, а в принципе площадка. Так легче попадать мышкой на этот текст и нажимать, да, чтобы эта ссылка срабатывала. Здесь указано, да, что это геометрия, это площадка, это plane, то есть прямоугольник, ширина авто, то есть она по размеру текста, и высота тоже по размеру текста. Материал. Ну, указано, что цвет этой геометрии оранжевый. Видимость false, то есть значение свойства видимость, ну, как бы, что невидимое. Это задает значение, этим задается значение, что эта область невидимая. Если бы было указано не false, а true, то тогда мы бы видели такую площадку оранжевого цвета за этим текстом. Можем сейчас это проверить. Пишем true, сохраняем. Обновляем. Вот. Видим, да, ну что-то да, у меня расползлось что-то по ширине совсем. Ну, суть в том, что вот это свойство и вот это значение true, оно делает эту площадь за этим текстом видимой. Пишем false. Главное, чтобы она была. Так, и почему мы не могли нажать на этот текст, на эту ссылку? Дело в том, что обычный курсор, обычная мышка на страницах WebVR не работает. Нужен дополнительный курсор, который работает на этой страничке. И он добавляется с помощью тегов A-камера и внутри A-курсор. Курсор мы сделали белого цвета и указали вот такое его расположение по таким координатам. Сохраняем, обновляем страничку нашу. Вот мы сделали false, убралась оранжевая полоса, площадь, и появился курсор, который прямо над текстом, над ссылкой. Он всегда будет находиться в одной и той же точке экрана. И что, если вы хотите нажать на какую-то область
вашей веб-VR-странице вам нужно подогнать эту область страницы под курсор, чтобы курсор попадал на эту область. Вот мы сейчас подогнали так, что курсор попадает на этот текст, и при этом без разницы, где находится курсор вашей обычной мышки. И получается, мы нажали на эту ссылку, и мы перешли по тому адресу, который был указан в этой ссылке. Это другая страничка, которую я создавал. Вот. Сейчас она подгрузится. Там просто довольно тяжелые GLTF модели. Вот, я здесь загружал, сколько я помню, вот эту модель вот этого дома и вот этого дома. И также там вот этот HDRI карта есть и текстура вот этой брусчатки на полу указана. Вот. Ну и также вот еще анимация есть в GLTF модельке, которую я сам создавал, сам сюда загружал. Ну и вот, в принципе, можем здесь немножко прогуляться. Можем зайти в этот дом. Вот пролетели мимо наших букв. Можем сквозь них пролететь. Войти в здание можем. На этом урок на сегодня закончен. Привет всем! Сегодня мы рассмотрим некоторые свойства анимации, которые можно делать с помощью фреймворка A-Frame в нашей виртуальной сцене. Какую анимацию можно делать, придавать нашим объектам, 3D-объектам. И вообще это довольно обширная тема. Очень много есть возможностей, но мы сегодня рассмотрим несколько базовых, стартовых. И давайте начнем. Вначале рассмотрим нашу GLTF-модель, то есть вот эту модельку All Around 3D. Синюю модель – это GLTF-модель. Что мы сделали? Ну, во-первых, source указали источник, откуда она берется, абсолютная ссылка. Потом указано position, где она находится в нашей сцене, координаты. Затем rotation, то есть с какого ракурса, да, начинается вращение этой модели, указано. И затем уже подробно описывается анимация в свойстве animation. Указывается дополнительное подсвойство property rotation, то есть свойство анимации вращения, и указана конечная точка нашего вращения, вот эти координаты, to, затем delay, то есть отложена, анимация у нас немножко отложена. То есть она начинается не сразу после того, как загрузилась страничка, а через какое-то время. По умолчанию это идет 0 миллисекунд. Если мы не указываем что-то дополнительно, то идет 0 миллисекунд. То есть страничка загрузилась и сразу начинается анимация. Мы указываем, что анимация должна начаться через 1500 миллисекунд. В одной секунде, если что, 1000 миллисекунд.
То есть мы указали, что анимация начнется через 1,5 секунды после начала страницы. Можно указать после загрузки страницы. Можно указать, конечно, любое другое число. Можно указать, что через час начнется. Только нужно посчитать достаточное количество миллисекунд, указать достаточное количество миллисекунд. Затем следующее подсвойство – это duration, то есть продолжительность анимации, в течение которого времени должна длиться эта анимация. По умолчанию анимация длится 1 секунду, то есть 1000 миллисекунд. Мы указали, что она будет длиться 30 секунд, 30 тысяч миллисекунд. И также указали значение loop, то есть петля, повторение, цикл. Loop true, то есть анимация раз за разом повторяется. Она не проигрывается один раз, а раз за разом повторяется. Вместо значения true можно указать количество повторов. 2 или 3. Давайте вот сейчас сделаем, что вначале наша анимация будет длиться 3 секунды и loop true, то есть бесконечное число повторов. Смотрим. Вот видим, анимация не началась сразу, а через 1,5 секунды. Видим, что она 3 секунды длится и повторяется бесконечно. Изменяем наши данные. Например, loop true указываем. Вместо true указываем 2, а здесь указываем, к примеру, 7000 миллисекунд. И здесь укажем, что начнется, пускай после загрузки, через 4000 миллисекунд. Сохраняем. Перезагружаем. Вот, долго не начинается. 4 секунды. Видим, что анимация стала гораздо медленнее. 7 секунд длится. Раз. Два. Два повтора. Все. Остановилась анимация, потому что мы указали, что 2 цикла всего лишь будет анимации. Следующее. То, что мы там наделали с нашим шариком. Видим, что он болтается туда-сюда и изменяет цвет. Как этого сделать? Ну, во-первых, можно прописать для одного и того же объекта многочисленные анимации. Не только одну, а многочисленные. И можно указать их конкретное название анимации, да? А можно указать просто там 2-я или 3-я анимация. Суть в том, что должно это указываться через 2 нижних подчеркивания. И первую анимацию, которую мы прописали, property, свойство видимость, visible. И указали, что в начале это значение false, то есть видимости нету. То есть вначале наш объект невидимый, потом он становится видимым. Сколько длится эта анимация? 4000 секунд, миллисекунд. То есть анимация перехода от невидимости к видимости длится 4 секунды. Первые 4 секунды объект невидим. Но при этом, хоть он и невидим, в невидимом состоянии вот эти анимации последующие, они происходят. Просто через 4 секунды они становятся видимыми. Вторая анимация. Анимация перемещения в пространстве. Property position, свойства, там позиция, да, от таких координат к таким координатам. Вот. Он вглубь туда немножко, вглубь и назад к нам возвращается этот шарик. Direction alternate, то есть направление. Привет всем!
сегодня мы рассмотрим добавление текстур нашим 3D объектам. И сегодня я буду работать в онлайн-редакторе, что-то вроде CodePen, но это чуть-чуть больше, чем просто CodePen. Здесь можно хранить также файлы, которые нам нужны для наших веб-страничек. Ну, такой бесплатный сервер glitch.com. Я его уже как-то упоминал в одном из видео. И еще раз повторюсь, сегодня мы рассмотрим добавление текстур нашим объектам и чуть-чуть поработаем с анимацией. И давайте вначале просто добавим наш стандартный куб, как в блендере, A-Box. Добавляются текстуры очень просто указывается источник на само изображение, на сам файл. Source, свойство source внутри тега A-Box, и указывается ссылка. Я использовал абсолютную ссылку, которая ведет на вот этот вот файлик. Вот. Такую текстурку используем для куба. Указываем координаты, которые мы захотим. Вращение я специально выбрал именно такой разворот, чтобы было нагляднее видна стыковка текстур на разных гранях, что хорошо все отображается. Вот, довольно просто, да, то есть указывается свойство source и источник на текстуру. Это мы рассмотрели куб. И давайте еще поиграемся с объектом сфера или шар. Убираю комментарии. И вот видим здесь то же самое. Свойство source, источник указан. Радиус я сделал 0,5. Координаты. Segments height. Что это такое? Что это за свойство? Ну, проще говоря, это количество полигонов, да, если можно так сравнить. И я указал 84, то есть, чтобы наш мячик был как можно более гладким, не шероховатым, не угловатым. Здесь мы внесли изменения в этот файл, сохраняем, форматируем его как нужно. После этого обновляем страничку. Вот видим наш шарик. И видим, что он довольно гладенький. Если мы поменяем, например, на 4 сегмента, сохраняем, что у нас получается? Вот он получается у нас довольно такой угловатый, меньше, да, уже у нас сегмента получается, да. 4 это вот получается у нас 2 сверху и 2 снизу. А так у нас получалось 84, то есть по 42 на каждом полушарии сегмента. То есть довольно гладенько получалось. Так, здесь опять восстанавливаем наши 84 сегмента. И объясняем, что мы сделали с анимацией. Ну, анимация номер 2. Свойство вращения. Rotation. Duration 7 секунд. Продолжительность нашего вращения. И здесь видим, что по градусам от 0 по всем координатам и до 360, да, по горизонтали. То есть полный оборот делает. Loop through, то есть петля, зацикленность. Если мы указываем сколько раз, 1-2 раза, то только будет 2 оборота, например. Там 7 раз, 7 пишем, 7 оборотов будет. Если пишем true, то это будет продолжаться бесконечно. Зацикленность. Вторая анимация. Здесь у нас создается иллюзия того, что Земля, она то удаляется, то приближается, да? И мы использовали такую анимацию в предыдущем видео. Но там была анимация другая, там было свойство position, и там были указаны координаты от такой-то координаты к такой-то координате. Ближе, дальше от нас, да? Здесь всего лишь иллюзия того, что
этот шарик он удаляется. На самом деле использовано свойство scale, то есть масштабирование, увеличение или уменьшение размера. И здесь мы указываем. То есть изменяется размер от 0,2 от стандартного до 3,5 стандартных размеров. Просто этот шарик, он стоит на месте на самом деле. Просто он увеличивается в размерах. Но создается иллюзия, что он то удаляется от нас, то приближается. Duration, продолжительность анимации, тоже 7 секунд, 7000 миллисекунд. Зацикленность бесконечная. И direction alternate, то есть вспоминаем, что direction это направление, alternate, то есть альтернативное движение. По окончании анимации будет использовано движение в обратную сторону. Анимация будет прокручиваться назад. То есть задана анимация на увеличение, когда она увеличивается до максимально заданного размера, анимация будет проигрываться в обратную сторону, то есть шарик будет уменьшаться. Вот. И давайте добавим немножко атмосферности для нашего шарика земного. Добавим тег A-Sky, то есть сферу с фоном. Обновляем. И здесь я добавил такую сферу с звездным небом. Все то же самое. Source, как в текстуре, и указана абсолютная ссылка на саму текстурку. Rotation 0,90. Почему я посередине поставил 0? Потому что мне хотелось, чтобы вот эта вот пустота межзвездная, она была у нас прямо по курсу, да, для разнообразия. Так как-то красивее, атмосфернее смотрится. Ну и видим, да, что боковые звезды, они туда как бы все направлены. А у меня, если получалось, что если все значения были 0, то получалось, что эта звездная пустота, она оказывалась где-то сбоку. Вот на этом на сегодня все. Всем привет! Сегодня мы разберем аддон для Blender, который связывает между собой программу Blender 3D и фреймворк A-Frame. То есть с помощью этого аддона ту сцену, которую вы создали в Blender с множеством мешей, с текстурами, с освещением, вы полностью можете перенести в браузер. Создается ряд папок, HTML файл, и все это будет отображаться в браузере. И этот аддон можно скачать на вот этой страничке, ссылка будет в описании, silverslate.io. Скачиваем сам аддончик, Download Now нажимаем. Он скачивается в стандартном zip-архиве. Потом заходим в Blender, Edit, Preferences. Здесь нажимаем Install, то есть установить аддон. И после того, как он у вас установится, нужно будет нажать галочку возле него, чтобы он у вас включился. Чтобы появились в интерфейсе Blender дополнительные кнопочки, именно отвечающие за управление этим аддоном. И эти кнопочки появляются вот здесь, в этом разделе. Вот. Мы еще к ним вернемся. Сейчас давайте создадим такую простенькую сцену. Уберем куб, уберем камеру. И из Blender Kit вытащим какое-нибудь не тяжелое зданице. Так, сейчас подгружается. Я обычно вот это выбираю, оно довольно легкое. И очень важно помнить, что в браузере отобразится полностью та сцена, которую вы сделали. Не просто сама модель с каким-то освещением по умолчанию.
Никакого освещения по умолчанию там не предусмотрено. Ровно то, что вы сделали в блендере, там и будет отображено. Если нет освещения, значит просто все будет черное. Если освещение как-то бестолково расставлено, то так оно и отобразится. Давайте в этом убедимся. Сейчас я здесь включаю Render Cycles и давайте посмотрим, что у нас сейчас здесь есть. У нас сейчас источник света, он остался внутри этого здания. И вот мы видим, да, что все внутри, снаружи здание черное, и там в браузере оно будет даже чуть потемнее отображаться, то есть все будет мрачно и некрасиво. Поэтому нам нужно вынести источник света наружу. Давайте этим займемся. Вот он, наш источник света. Нажимаем G, выносим его сюда. Shift-D, дублируем и ставим еще один источник света куда-нибудь вот сюда. Заходим сюда, сделаем солнце, выберем слегка желтоватый оттенок, как у солнца. Здесь сделаем что-то вроде такого значения, и у этого источника солнца сделаем все то же самое. Так, посмотрим в рендере, что у нас получилось. Нам еще нужно будет настроить направление света. Так, ага. Вот, ну неплохо у нас с этой стороны тоже чуть-чуть подсвечено здание. Сильно не надо, чтобы било прям. Где-то даже... Нет, тогда та сторона слишком, да, пускай немножко тень падает. Так, поиграемся тут. Пускай так. Окей, экспортируем нашу сцену. Выбираем место сохранения. Даем имя нашей папки. Экспорт. И видим, что было экспортировано 3 меша, то есть 2 источника освещения, и само вот это здание с полом это один меш. Смотрим, что у нас получилось. Я буду заходить через редактор кода VS Code, и очень важно, чтобы здесь был подключен локальный сервер, Live сервер, потому что без локального сервера ничего этого отображаться не будет. Вот наша страничка. Нажимаем посмотреть, что у нас вышло. И видим, что вот у нас что получилось. В принципе, как по мне, так даже лучше, чем GLTF модель. Да, гораздо больше можно поиграться с тенями. Здесь просто освещение было сейчас, ну, так себе, я по-быстренькому настроил, да. Но видно, что довольно неплохое освещение. И даже вот от козырьков какая-то тень есть, да. Вот. Ну-ка посмотрим, что там сбоку у нас получилось. Тоже довольно неплохо, да. Но это еще такая модель довольно простенькая. Здесь нету каких-то текстур таких объемных, да, просто плоские текстуры, какой-то рисунок, проще говоря, на стенах.
Вот. Еще раз подчеркну, что без локального сервера, Live сервер, ничего этого работать не будет, поэтому в следующем уроке я покажу, как подключать этот Live сервер и также как правильно открывать файл, чтобы все это отображалось. Можно подключить Live сервер, но при этом неправильно открыть сам файл и отображаться не будет. До следующего урока. Привет всем! В сегодняшнем уроке мы рассмотрим, как подключить локальный сервер с помощью редактора кода VS Code и как правильно через него открыть наш HTML файл, чтобы все грамотно и корректно подгружалось и отображалось в браузере. В предыдущем уроке мы создавали 3D-сцену с помощью Blender. И с помощью аддона, который экспортировал нашу 3D-сцену в браузер, мы открывали эту сцену уже в браузере. Да? Но для того, чтобы все это правильно и грамотно открылось, обязательно нужен локальный сервер. Без него не откроется корректно. Если просто зайти, например, напрямую, помимо редактора кода, напрямую просто вот через рабочий стол открыть папку, открыть файл, ничего не отобразится. Нужно заходить через редактор кода через локальный сервер. Давайте посмотрим, как вообще подключить для начала этот локальный сервер. Заходим в раздел приложения или расширения для нашего редактора кода. Здесь, если у вас не подключен он, находим Live сервер, выбираем вот такой, с таким значком. У меня он уже подключен, вам нужно будет его скачать и подключить. И когда вы это сделаете, у вас здесь в правом нижнем углу появится такая кнопочка Go Live. То есть, когда вы уже будете в каком-то конкретном, когда у вас будет открыт какой-то конкретный HTML файл, вы, не обязательно HTML файл, какой-то файл, который вы редактируете, вы нажимаете на эту кнопочку, и у вас запускается этот файл, запускается код. В данном случае, если мы нажимаем, в нашем случае, если мы открываем с помощью этого HTML файл, он откроется в браузере и покажет, что мы там понаделали. И также важно, это в первый момент, мы включили Live сервер, локальный сервер. Второй момент, нам нужно правильно открыть наш файл, нашу папку. Как я уже говорил, напрямую, помимо редактора кода, напрямую просто зайти, если открыть, ничего не отобразится. Поэтому, когда мы уже открыли редактор кода, нам нужно через него найти этот файл и открыть его. Заходим сюда, открыть папку, рабочий стол. Recording. Открыли через папку, открыли через наш редактор кода рабочий стол. Вот она, нужная нам папка. Выбираем просто саму папку. И вот отображается все, что нам нужно. Нужный нам файлик, нажимаем Go Live. И вот наша страничка.